В одном из видео мы разбирали, что значит, когда мужчина называет женщину солнышко, лапочка, рыбка. И после этого видео, кстати, если вы его не смотрели, ссылка будет в закрепленном комментарии здесь, под этим видео. И когда мы опубликовали это видео, было очень много ваших вопросов. Хорошо, ладно, с лапочками, рыбками разобрались, а он меня по фамилии называет. Это про что? Или, наоборот, у женщин бывает привычка обращаться к своему мужу тоже по фамилии. И они сначала не задумываются о том, что это значит и о чем это говорит в их отношениях. А потом, когда узнают правду, они делают такое удивленное лицо. Неужели? Но если вовремя обратить на вот такие маленькие колокольчики, можно отношения спасти и не довести их до того момента, когда спасать уже будет нечего. Итак, давайте разбираться, а что же значит, если вы или ваш супруг, или ваш кавалер называете друг друга по фамилии. С вами Алла Касаткина, я психолог, который уже 15 лет помогает женщинам быть счастливыми и любимыми. В описании этого видео вы найдете подарок для вас у меня на сайте, курс «Секреты счастливой женщины». И если вы еще не подписаны на мой канал, нажимайте красную кнопочку «Подписаться», и вот здесь рядом с ней колокольчик. Ссылка на мой сайт вот здесь. Перейдете на него, найдете много интересных статей, а колокольчик вам сообщит о выходе всех новых видео на канале. А мы с вами продолжаем разбираться, а что же такое, когда мужчина и женщина называют друг друга по фамилии. Первая причина, она вроде как и на поверхности, но на самом деле еще завуалирована и очень ярко не маякует, что пора на нее обратить внимание. Это когда внутри у того, кто называет по фамилии, накопилось очень много претензий к партнеру, и он пытается дистанцироваться. Когда я называю человека по фамилии, он не свой, он чужой. Своих я называю по именам, они мне поближе, они роднее, а как только человек называется по фамилии, он отодвигается. То есть это попытка дистанцироваться, чтобы не рвануло. Это сигнал партнеру своего рода: я держусь из последних сил, еще чуть-чуть и рванет. Вот такая первая причина. У нас есть еще две. Следующая причина, тоже не совсем очевидная, это когда обращение к партнеру по фамилии маскирует скрытую попытку доминировать. Я не удовлетворена расстановкой сил в нашей паре, ты занимаешь слишком много места, поэтому я назову тебя по фамилии, и я буду хотя бы за счет этого главнее. Попытка очень примитивная. Она идет интуитивно, как у нас в школе обращаются учителя к ученикам, как в детском саду воспитатели обращаются к детям, которые у них в группе. Они их называют по фамилии. Вот здесь по этому же принципу чаще всего вот это делают женщины, когда их позиция в паре очень сильно принижена, и обращение к мужу по фамилии – это хоть какая-то попытка, я хоть как-то уроняю, приподнимусь, чтобы я могла над тобой доминировать, как училка. И я тебя сейчас призову к этому. Обычно это идут с окриком: «Петров, ты достал, что ты делаешь?» Или что-нибудь: «Петров, принеси уже наконец мне что-нибудь». И вот такое обращение – это явная попытка: ну вот я сейчас взлечу, потому что меня так низко уронили, мне уже сил нету терпеть. Вот была вторая причина. И у нас осталась еще третья. Ну и третья причина, она на самом деле такая очень печальная. Она больше говорит о недостатке воспитания и недостатке уважения в семье друг к другу. Потому что это больше игра на публику. У нас вот такие свободные отношения. У нас тут есть такая между нами дистанция, мы можем себя вести друг с другом как хотим. А вы на это обращаете внимание и принимаете к сведению. И это на самом деле у других людей, когда они слышат, когда супруги обращаются друг к другу по фамилии, если вы думаете, что прибавляет вам уважение, вы ошибаетесь. Уважение, к сожалению, не прибавляет. Люди недоумевают, а почему же близкие люди перешли на такую дальнюю дистанцию. Они либо стараются сами от вас отдалиться, либо пытаются меньше доверять вам в общении с вами, потому что понимают, что в отношении вы можете выкинуть тот же фортель. Важный момент. Еще хочу обратить ваше внимание, перед тем, как расскажу, что делать. Мужчина, обратите внимание, мужчина часто свою жену по девичьей фамилии называется только тогда, когда он хочет сказать, что я тебя вычеркиваю из своего личного круга. То есть, если мужчина обращается к женщине, которые живут в паре, носят одну фамилию, по своей фамилии,
Это говорит, что накопилось и пора выяснять отношения. Но если мужчина перешел на вашу девичью фамилию, это говорит, что он конкретно желает дистанцироваться от вас, потому что он устал от этих отношений. Обратите внимание на эту деталь. Что же делать? А делать ртом разговаривать о том, что происходит между вами. Но перед тем, как начинать разговаривать ртом, нужно заглянуть внутрь себя и выяснить, а что же у меня, если это я называю мужчину по фамилии, что же у меня к нему накопилось. Я хочу доминировать, потому что мое положение в семье пошатнулось. Я хочу от него дистанцироваться, я его не увожу, перестала уважать, и меня вообще не вызывает никакого возбуждения этот человек. Или же у нас накопилось слишком много претензий, и я просто пытаюсь вот этим показать ему, что я слишком хочу уже взорваться, если он не изменит свое поведение. Иногда просто нормальный человеческий анализ, взгляд внутрь себя, а потом человеческий разговор помогают очень сильно изменить ситуацию. Ну и опять же, когда вы начинаете разговаривать с партнерами, ваши отношения выходят на более доверительный уровень, вы более открытыми становитесь по отношению друг к другу, и у ваших отношений увеличивается потенциал и их длительность. Заботьтесь о своих отношениях. С вами была Алла Касаткина. С вас лайки, подписки на канал и подарок на сайте забирайте, если вы его еще до сих пор не забрали. А мы с вами встретимся в следующем видео. Пока-пока.